Жуль, ты еще не одет, Жуль. Сейчас. Посмотри, сколько людей встречает тебя. Я так счастлива, Жуль. Рад за тебя. Ты будешь принят самим папой. Чему ты завидуешь? Что я буду целовать его туфлю? Это не по мне. Я с удовольствием остался бы в своей каюте. Тут я свободен. Нас ждут, Жуль. Угу. Сеньор Жюль Верн, позвольте от всей души приветствовать вас и вашу супругу в Италии, где так любят и очень ценят ваши книги. Можно ли один вопрос? О, вы богаты, сеньор. Всегда можно оказаться нищим по отношению к кому-нибудь. Сеньор Верн, что доставляет вам наибольшее удовольствие? Труд. О. Много ли вы путешествуете? Очень. У меня великолепная профессия. Стоит мне взять чистый лист бумаги, обмакнуть перо в чернила, и я уже сижу на вершине вулкана Кракатау или барахтаюсь в озере Титикака. А каково будущее ваших книг? Я думаю, что их скоро забудут. Вот как? Почему? Люди стремятся жить в свое удовольствие. К сожалению, их все меньше интересует литература, основанная на моральных принципах. Каковы они, эти принципы? Пожалуйста, сформулируйте основную задачу вашего творчества. Преобразование мира, если хотите. Ого. Да-да. Я нарисую картину мира, в котором мы живем, а читатель пусть задумается, совершенен ли он. На земном шаре проживают 1,5 миллиарда человек. Вот. Только в Китае живет 300 миллионов. 300. Но половина населения нашей планеты живет просто впроголодь. А ведь наша планета может прокормить 100 миллиардов. Человечество обязано общими силами улучшить и переустроить мир, в котором мы живем. Вы пишете много о науке. Каково ее будущее? Станем ли мы еще при жизни свидетелями великих открытий? Недалеко то время, когда достижения науки превзойдут силу воображения. Скоро люди построят летательные аппараты тяжелее воздуха, подводные корабли, движимые электричеством, но научные достижения безразличны к добру и злу. И, может быть, очень скоро найдут средства уничтожать целые армии, независимо от расстояния. И поэтому успехи науки не должны ни в коей мере обгонять совершенствование нравов. Иначе наука станет очень опасной. Сеньор Верн, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Вы вполне нормальный человек, да? Надеюсь. А все ваши герои безумные храбрецы. Неправда. Все мои персонажи нормальные люди. Терпеть не могу сумасшедших. Счастье улыбается отважным, а не безрассудным. Господин Верн, в ваших книгах человек всегда выходит победителем из единоборства с природой. Но это атеизм, разрушение религии. Господин Дарвин утверждает, что человек – царь природы. Вы согласны с ним? Нет. Человек – одно из самых удивительных созданий природы, но не больше. Превосходство человека не в покорении природы, а совсем в другом – постичь ее, сохранить душевное спокойствие перед бунтом материи. Человек должен уметь сказать: меня можно уничтожить, но поколебать никогда. Браво. Скажите, пожалуйста, о чем ваш новый роман, сеньор Жюль Верн? Вот как раз об этом. Так держать! Да, сэр! Боцман! Поднять форштейн с такси!
Из-за штормов переход в Австралию затянулся. В мае 1865 года Дункан достиг берегов Пятого континента. Какой скучный пейзаж. Я думаю, вы ошибаетесь. Это самая любопытная страна на всем земном шаре. Да, представьте себе, сударыня. Эта страна удивляла. Удивляет и будет удивлять ученых всего мира. Это самая парадоксальная страна. Материк, где влаги нет ни в воздухе, ни в почве. Здесь даже листья обращены к солнцу не поверхностью, а ребром и не дают тень. Где у четвероногих есть клювы. Например, у ехидны и утконоса. Это самая причудливая, самая нелогичная страна. Какая-то пародия на законы природы. Паганель, да вы просто колодец знаний. Стоит только опустить ведро... И черпайте сколько угодно. Я знаю земной шар как собственный карман. Карман? Да. Я уверен, дорогой Паганель, что вы и сейчас не знаете, что и в каком кармане у вас находится. А воздух здесь настолько богат кислородом и беден азотом, что это самым благотворным образом... Лопасть срезала начисто, сэр. А климат здесь обладает свойствами прямо-таки неправдоподобными. Он благотворно действует на нравственность. Воздух здесь. Сухой воздух выбеливает не только белье, но и человеческие души. Это свойство здешнего климата давно поняли в Англии. Сюда людей ссылают для исправления. В Австралии все люди становятся лучше. Что же будет с вами, господин Паганель, в этой благодатной стране? Вы и так хороши. Да-да, господин Паганель. О. Буду превосходным. Я буду просто превосходным. Ну что, Джон? Плохи дела, милорд. Повредила винт. Придется идти в Мельбурн. Смотрите, смотрите, маяк! Не двигаться! Кто такие? Сюда! Не стреляйте! Мы мирные путешественники, мы англичане. А вы кто такой? Наше судно стоит вот за тем мысом. Что случилось? Не подходите. Прошу простить меня, господа, но предосторожность в этих местах не бывает лишней. Милости прошу в дом Пади Амура. Вы ирландец? О, был когда-то ирландцем. Теперь я много лет как австралиец. Прошу, господа. Слово «агони» заставило нас в Патагонии. Но, к сожалению, мы поздно поняли свою ошибку. И переход по Южной Америке оказался напрасным. Мне кажется, что теперь мы находимся на правильном пути.
Слово «остраль», сохранившееся во французском тексте записки, не может означать ничего другого, кроме как «Острали», Австралия. И вот мы в Австралии. А теперь, когда вы знаете все, скажите, не слыхали ли вы о судне, которое потерпело крушение в здешних водах? Нет. Я уже много лет живу тут, но... Нет. Я ничего не знаю ни о Британии, ни о капитане Гранте. Мэри, поймите, что... Не отчаивайтесь, мисс Мэри. Надейтесь и уповайте на Бога. Да-да, мисс Мэри, леди Лен права, будем надеяться. Когда все средства исчерпаны, провидение внезапно указывает нам новые пути. Благодарите Бога, милорд. Если капитан Грант жив, он в Австралии. Кто это сказал? Ты, Айртон? Я такой же шотландец, как и вы, милорд. Я один из потерпевших крушение на Британии. Вы из Британии? Я был боцманом у капитана Гранта. И вы спаслись вместе с ним, да? Нет. Я был выброшен на берег, меня смыло волной. Так разве вы не из тех двух матросов, о которых говорилось в документе? Я и не подозревал о существовании этого документа. Так где же капитан? Что с ним? Я считал его погибшим вместе с Британией. Мне казалось, что спасся я один. Но вы же сказали, что капитан Грант жив. Да, вы сказали. Я сказал, если капитан Грант жив. И добавили, то он в Австралии. Да, он может быть только здесь. Значит, вы не знаете, где он? Это мне неизвестно, милорд. Я повторяю, я считал, что он утонул в волнах или разбился о скалы. Это я от вас узнаю, что он, может быть, еще жив. Что вы тогда знаете? Только то, что если капитан Грант жив, то он может быть только в Австралии. Так где же произошло крушение? Под 37 градусом. На западном побережье? О, нет, на восточном. А когда это случилось? В ночь на 27 июня 60-го года. Точно! Что я сказал? Все сходится. Абсолютно сходится. Как видите, милорд, у меня были все основания сказать то, что я сказал. Если капитан Грант жив, то его надо искать только на австралийском материке и нигде больше. И мы обязательно найдем его. О, драгоценное письмо. Какое счастье, что оно попало в руки к таким проницательным людям. Но? А ведь я вас помню, мисс Мэри. Вы присутствовали на прощальном завтраке, который давал капитан Грант. А вот за этим мальчуганом было поручено присматривать моему другу, старшему матросу Дику Тернеру. Ты помнишь, как вырвался от него и взобрался на бонсалинг? Правда. Правда, я помню. Стало быть, вы боцман с Британии? У меня уцелел при крушении судовой договор. Сейчас я вам покажу его.
Господа, поверьте мне, Айртон честный человек. Он служит у меня 2 месяца, и мне не в чем его упрекнуть. О том, что он пережил кораблекрушение, я знал и раньше. Я только не знал, что его судно называется «Британией». Он долгое время находился в плену у туземцев, потом бежал, пересек весь австралийский материк, и вот он тут. Мне нужен был работник на маяке, и я его взял. Да, это почерк моего отца. Итак, нам надо решить и немедленно, что нам следует делать. Ваши советы, Айртон, нам будут особенно ценны. Прошу вас. Благодарю за доверие, милорд. Ну, я думаю, раз капитан Грант и 2 матросов не добрались до английских владений, и о них нет никаких сведений, то они, наверное, как и я, попали в плен к какому-нибудь туземному племени. Но их могли увезти далеко на север от 37-й параллели. Это осложнит наши поиски. И как отыскать пленников на таком огромном материке? А что бы вы предприняли, мистер Айртон? Я, сударыня? Да. Ну, вернулся бы на Дункан. И прямо отправился на то место, где произошло крушение. А там действовал бы сообразно обстоятельствам. Дункан нуждается в ремонте. Так значит, у вас на судне есть серьезные повреждения? Нет, но для исправления нужно оборудование, которого нет на судне. Поэтому придется идти в Мельбурн. А разве нельзя под парусами? Ну, при встречном ветре переход затянется, а зайти в Мельбурн все равно нужно. Так пусть Дункан идет в Мельбурн, а мы без него доберемся до бухты Туфль. Каким же образом? Мы пересечем Австралию таким же образом, как мы пересекли Южную Америку, придерживаясь 37-й параллели. А как же Дункан? Дункан или придет к нам, или мы придем к Дункану. Это будет зависеть от обстоятельств. Если мы на своем переходе найдем капитана Гранта, то мы вместе с ним вернемся в Мельбурн. А если же мы продолжим свои поиски до побережья, то Дункан подойдет к нам. Ну, если переход возможен. Возможен. Настолько возможен, что я предлагаю леди Элен и мисс Мэри присоединиться к нам. Это было бы прекрасно. Вы говорите серьезно, Паганель? Вполне. Каких-то 350 километров по довольно населенной территории, где есть дороги, поезда. Это все равно, что прогулка из Лондона в Эдинбург. Вы искуситель, Паганель. Интересно, Паганель. Да. На чем вы собираетесь пересекать Австралию? Верхом? На своей подзорной трубе? Понадобятся лошади. Лошадей можно купить в соседнем селении. А я вам помогу приобрести все необходимое для длительного путешествия. Милорд, мне кажется, я был бы полезен вам в этом путешествии. Мой помощник Том Остин умело произведет ремонт и переведет судно куда нужно в назначенный срок. Том человек долгой дисциплины. Вы отправляетесь вместе с нами. Это лучше, если вы будете присутствовать, когда мы отыщем отца мисс Мэри. Ну, а вы, Айртон, согласны вы принять участие в наших поисках?
Красивое у вас судно, капитан. Надежное, это главное. Сколько узлов дает оно? 17. 17? Вот именно. И одно военное судно не угонится за ним. Вы правы. Дункан – настоящая гоночная яхта. Тогда примите поздравления моряка, знающего цену хорошему судну. О, благодарю вас, Айртон. Оставайтесь с нами, и Дункан станет вашим. Подумаю об этом. Хотите попробовать? Да. Прошу вас. Держите. Держите крепче. Крепче. А потом я. Что я вам говорил? Вполне цивилизованная местность. Приходит прогресс и уходит поэзия пустыни. Но. А где же аборигены, господин богатырь? О, Роберт! Четверть века назад мы уже встретили бы на пути не одно туземное племя. Пройдет десяток лет, и на этом материке совершенно исчезнут племена аборигенов. От каких дикарей бежали вы, Айртон? Это одно из племен внутренней Австралии. И что же может делать европеец среди этих туземцев? То, что делал я. Охотиться с ними, ловить рыбу, принимать участие в битвах. Если европеец не глуп и храбр, он занимает завидное положение в племени. Но все же он остается пленником. С него не спускают глаз ни днем, ни ночью. И все-таки вам удалось бежать. Да, мистер Макнамс. Я убежал во время сражения между моим племенем и соседним. Мне просто повезло. А повторись все это, я, кажется, предпочел бы вечное рабство. Дай бог, чтобы капитан Грант не попытался спастись таким же образом. Айртон, вы долго жили в Австралии. Наверное, хорошо понимаете язык дикарей. Не слишком хорошо. У каждого племени свое наречие. Но объясниться я все-таки могу. Скажите что-нибудь. Что именно? Ну, например, как будет здравствуйте, а? Оуэ! 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 Красиво, надо запомнить. Оуэ! Австралия! Оуэ!
случилось, господа? Ограбление. Эдуард, что произошло? Ограблен почтовый вагон. Кто же это сделал? Неужели дикари? Ни в коем случае, господа. Эти отметины на руках мне хорошо знакомы. Следы от кандалов. Да, бесплатные пассажиры на судах Его Величества. Что, каторжники? Ну вот, господин Паганель, а вы говорили, что преступники здесь быстро исправляются. Итак, господин Паганель, надеюсь, я буду иметь удовольствие видеть вас в своем салоне. О, это очень мило, мадам. А когда ваш приемный день? Нет. Для своих друзей я всегда дома, а вы... А я самый преданный из них. Друзья мои, дело к вечеру. Надо бы присмотреть место для привала. Ты не устала, Элен? Нет, нисколько. Не пора ли перекусить, милорд? Подождем немного, мой друг. Ну, как ты себя чувствуешь, мой мальчик? Жарко. Да, жарко. Несмотря на то, что сейчас зима. Почему? Ведь сейчас июль. Июль – самый холодный месяц австралийской зимы. Как? А ты что, забыл, что мы находимся в южном полушарии? Это у вас в Шотландии сейчас лето, а здесь в Австралии у антиподов зима. Остановитесь! Что там случилось, Айртон? Я слышал какой-то треск. Передок сломался. Все. Этого нам еще не хватало. Я могу привезти кузнеца. Он тут в 10 милях. Станция Блэкпойнт. Блэкпойнт. Ну что же, Айртон, справляйтесь. Другого выхода у нас нет. Я надеюсь, к утру обернетесь? Да! О, кузнец, это очень кстати. У моей лошади сбились подковы. А правда, мистер Айртон, мой отец добрый человек. Он был добр с вами? Ну, конечно, мистер Роб. Отец ваш был человеком исключительной доброты. Мы все его любили, как родного отца. И он отличный моряк, ведь верно? И капитан каких мало. Вот уж обрадуется капитан Гарри Грант, когда увидит, каким стал его сын, которого он оставил совсем ребенком. Какая красивая подкова. Да.
Подкова странная. Это клеймо Блэкпойнта. Оно помогает находить след убежавших лошадей. Добрый день. Добрый день, сэр. Приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не думаю, что кабачок у этой безлюдной дороги может обогатить своего хозяина. Откуда вы, господа? Вы англичане? Олбинет, возьмите лошадь. Шотландцы, сэр. Какая приятная неожиданность. Давненько не приходилось встречаться с соотечественниками. Здравствуй, Фил. Здравствуй, Айртон. А как называются эти горы, господин Паганель? Австралийские Альпы, мадемуазель. И тут Альпы. Надо сказать, что у ваших коллег-географов довольно скудная фантазия. Это карманные горы. Мы и не заметим, как переберемся через них. Кто же к вам заходит в таком пустынном месте? О, пастухи, сэр. Те, кто перегоняет стада в горы. Весной и осенью здесь довольно людно. Прошу вас, господа, прошу. Монблан. Проходите, господа, проходите, располагайтесь. Здесь прохладно. Какое блаженство. Да. Да-да, пожалуйста. Позвольте. Австралийская новозеландская газета. Интересно. Вот, послушайте, что здесь пишут. Наши читатели помнят, что 21 декабря было совершено ограбление почтового вагона в районе Кемденского моста. Расследование показало, что это является делом рук каторжников, полгода назад бежавших из Перцкой исправительной тюрьмы. В шайке около 20 человек, главарью некой Бен Джойс, опаснейший преступник, несколько месяцев тому назад приплывший в Австралию на каком-то судне и до сих пор ускользавший от полиции. Просим колонистов и скваторов быть настороже, а также сообщать все данные, которые могут содействовать розыску преступников. За выдачу главаря банды Бен Джойса назначена награда в 100 фунтов стерлингов. Главный инспектор полиции Митчелл. Этого негодяя стоило бы повесить. Благодарю вас, сэр. А главное, недурно бы поймать его. 100 фунтов стерлингов сумма немалая, и он ее не стоит. Я полагаю, что присутствие беглых каторжников не может изменить наши планы. Что вы думаете по этому поводу? Джон. Если бы с нами не было леди Гленнерван и мисс Грант,
то меня очень мало тревожила бы эта шайка негодяев. Ну, само собой разумеется, что не может быть и речи о том, чтобы мы отказались от взятой на себя задачи. Но, учитывая, что с нами дамы, может быть, имеет смысл отправиться в Мельбурн? Оттуда на Дункане к восточному побережью и возобновить поиски Гарри Гранта? Ваше мнение, майор? Я хотел бы узнать мнение Айртона. Опасность нам грозит на южной дороге, не меньше, чем на восточной. Обе они пустынные, одна стоит другой. И потом, я думаю, что 2 десятка злоумышленников не могут быть страшны для 6 смелых и вооруженных людей. Почему 6? А меня вы не считаете, мистер Айртон? Нет, 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 малыш. Конечно, я считал тебя. А вот про себя забыл. Итак, нас 7. Выходит, мы с Мэри ничего не стоим? О, совершенно справедливо. Вы уже не раз доказывали свою храбрость. Итак, нас 9 человек. Знаете, я тоже считаю, что храброму человеку незачем бояться каких-то беглых каторжников. К тому же, продолжая наш путь, мы можем попасть на след капитана Гранта. Ну что ж, тогда не о чем говорить. Еще одно соображение, милорд. Не пора ли послать распоряжение Дункану держаться вблизи берегов? Зачем? А если какой-нибудь случай заставит нас направиться в Мельбурн? Ведь тогда придется сожалеть, что там нет Дункана. Доберемся до бухты Туфольд, тогда и пошлем распоряжение. А, это вы, Макрабс? А мне показалось, что кто-то ходит вокруг лагеря.
Мне тоже показалось. Какая ночь? Да. Завтрашнего дня установим дежурство в лагере. Ну что ж, разумно. Что случилось, месье Паганель? А? Вот, друзья мои, я остался без лошади. Роберт, ты куда? Я обещал мистеру Олбингу принести что-нибудь на ужин. Смотри, не уходи далеко. Роберт, будь осторожен, не удаляйся от лагеря. Хорошо.
где-то тут близко. Подожди меня. Что вы здесь делаете? Разве Австралия — это парк, молодой человек? И разве он принадлежит кому-то? Но как вы здесь оказались? Так же, как и вы, мистер Роберт. Как, кажется, вас зовут? Верхом на лошади. А зачем? Сейчас я вам все объясню. Подходите ко мне. Ну, не валяйте дурака, мистер Роб. Разве вы станете стрелять? Человек. Живого человека, мистер Роб. Не подходите, я выстрелю. Вот увидите, я выстрелю. Я позову на помощь, уходите. Не понимаю, чем я напугал вас, мистер Роберт. У меня и в мыслях не было причинить вам зло. Ну, что там? Потом. Поехали. Что ж, теперь у нас осталась только одна лошадь, которая уцелела благодаря майору. Да, странно. Я заметил еще одну странность. Уцелела как раз та лошадь, которую подковал кузнец из Блэкпойнта. Случайность, да и только. Внезапный падеж лошадей застал путешественников как раз на середине пути, в самом центре Южной Австралии. Теперь мы можем идти только пешком. Эдуард, мы с Мэри не будем вам в тягость. Мы тоже сможем идти пешком. Может быть, не так быстро? Да-да, конечно. Итак, идти к побережью, господа. Какие могут быть разговоры? Что скажете вы, Айртон? Я считаю, что Дункану надо дать приказ
плыть к восточному побережью. Надо послать гонца. При чем здесь Дункан? Неужели вы думаете, что если яхта придет в бухту Туфольд, нам будет легче добраться до побережья? Нет. Но тогда нам навстречу сможет выйти отряд матросов. У нас впереди самая трудная часть пути. Придется топором прокладывать себе путь. Что скажете вы, майор? Вы все время молчите? Айртон говорит, как человек умный и осторожный. Тогда нам остается выбрать гонца. Кто решится отправиться с письмом? С вашего позволения, милорд, поеду я. Я знаю этот край. Я могу выпутаться там, где другой погибнет. Дайте мне письмо, и я ручаюсь. Через неделю Дункан будет в бухте Туфольд. Ну что ж, Айртон, вы человек смелый. Отправляйтесь. Милорд, как вы пишете имя Айртон? Так же, как оно произносится. Вы ошибаетесь. Это имя пишется Айртон, а произносится... Бен Джойс. Бросьте оружие, Макнапс. Видит Бог, я не хотел крови, господа. Прощайте! Милорд, пошевелите пальцами. Ну, все в порядке. Они скрылись. Вот это-то меня и беспокоит. Я бы предпочел с ними встретиться лицом к лицу. Не так страшен тигр на равнине, как змея среди высоких трав. Как вы себя чувствуете, милорд? Рана несерьезная, пуля не задела кость. Нельзя здесь сидеть сложа руки. Каторжники с минуты на минуту могут вернуться. Тогда все дороги будут отрезаны. Говорите яснее, Джон. То, что мы хотели сделать до предательства Айртона, теперь еще более необходимо. Вы имеете в виду гонца в Мельбурн? Да. Я приведу Дункан к восточному побережью в бухту Туфольд
И вместе с отрядом матросов начнут двигаться по 37-й параллели навстречу... Я категорически против, чтобы поехал Джон Манглс. Он все-таки капитан Дункана. Он не должен рисковать своей жизнью. Господа, поеду я. Ну, почему вы именно вы? Да потому что... Друзья. Я вижу, каждый из нас готов пожертвовать жизнью. В таком случае бросим жребий. Ну что ж, это идея. Хорошо, но только вы, милорд, не должны принимать участие в этом. Почему? Потому что вы ранены. Я себя прекрасно чувствую. И никому не уступлю свою долю риска. Итак, господа, кто вытащит сломанную спичку, тот едет. Ваша очередь, Паганель. Милорд. Ваша очередь, Джон. Нет. Олби нет. Я пойду седлать лошадь. Ну что ж, господа, я считаю, что выбор достойный. Конечно. Тем более вы только что доказали свою находчивость, Олбинет. Желаю удачи. Благодарю. Я готов отправиться немедленно. Паганель, садитесь, я продиктую вам письмо Тому Можно Остину. вас на минуту? Слушайте меня внимательно. Если вы... Вы готовы, Паганель? Тому Остину, Мельбурн, Дункан. Приказываю Тому Остину немедленно выйти в море. И вести Дункан к восточному побережью Австралии. Зеланд. Алан. К восточному побережью Австралии. Алан. Паганель. Паганель. А? Что с вами? Да. Вести Дункан. Как вы сказали? К восточному побережью Австралии. Почему Австралия? Да. К восточному побережью. Алан. Зеланд. Алан. Зеланд. Скоро стемнеет. Не надо мешкать, господа. Мы рассчитываем на вас, мой друг. Я не подведу вас, милорд. Роберт, Храни вас Господь. подержи лошадь. Прощайте. Ага. Прошу вас, Олбинет, не забудьте про этот поворот. До свидания. До свидания. До свидания, Олбинет. Удачи. До свидания.